Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 14-я серия Код Гиас, восставший Лелуш. Серия называется Гиас против Гиаса. Вот это очень интересно. Двигаться в направлении на 9 часов и подавить противника. После этого поступайте в распоряжение сэра Черинга. Командный пункт спецотряда сдерживания. Всем тайперам. Использовать шифр-код Альфа. Альфа. Давай, Калин, давай. Я все равно за Калин болею. Приказ понял, выполняем. Стой! Защита наместницы имеет наивысший приоритет. Черт. Зеро, ответь, Зеро. Оги, это ты? Говорит Сиси. Как там Зеро? Он в порядке, но сейчас не может двигаться. Отдай приказ отступить. Если Она что? продолжите, то будете уничтожены. Да, ты права, понял. Ты уверен в решении? Ага. Необычно. Ты так взбудоражен, что не Стоп. можешь даже отдавать приказы. Так, Корнелия... Не в этом дело. Мой пистолет исчез. А Кто-то забрал его. где Пока я был Ширли? без сознания. Это значит... Они видели твое лицо. Было по крайней мере двое. Стрелявший и тот, кого подстрелили. Ширли его видела. Ширли, О-о. ты что делаешь в такую рань? Ой-ой-ой. Письмо пишешь? Ничего такого. Или, может, это любовное послание? Не Лелуша случайно? Может и так. Может и так? Блин, она его увидела, что Ты ли? хочешь встретиться с принцессой Юфимией? Чтобы поблагодарить ее. Только поблагодарить. Она рискнула жизнью, чтобы защитить Нину во время захвата отеля. Воскликнув «Я Юфемия», она выглядела потрясающе, правда? Вот как? Я тоже хочу с ней увидеться. Почему? Но она же принцесса, погостить бы у нее. Я не думаю, что она согласится встретиться с кем-то, чьи мотивы так вульгарны. Вульгарны? Нана, ты бываешь такой прямолинейной. Правда, голова? Вот только не надо ко мне липнуть только потому, что Лелуш с тобой не тусуется. Все равно я бы тоже хотела встретиться с принцессой Ефимией. Это же сестра и... Что такое, Сюзаку? Ну, в смысле, она же часть императорского двора, так что... А ей вообще можно с ней видеться? Алло? Студсовет Академии Эшвард. Сузако, Лелуши? у вас ничего необычного не происходит? Происходит. Тебя здесь нет. Узнаешь. Хотя и Ширли тоже до сих пор не появилась. Ты в последнее время уроки прогуливаешь. Серьезней надо к учебе относиться. Совет от медалиста-отличника. Можешь передать кое-что Нанали? Скажи, что сегодня буду поздно. Не сегодня. Ты хотел сказать сегодня снова. Толку с того, что мы ходим в эту школу, если никогда не видимся. Что такое? Нет, ничего. Брысь отсюда, Артур! Ты в какую игру он там играет? Значит, судя по услышанному... Да, похоже, что Сузако обо мне ничего не знает. Следовательно, меня видел точно не военный. Не думаю, что туда мог кто-то прийти, кроме военных и черных рыцарей, Есть вероятность, что это уцелевший из Фоя. который ограничился кражей твоего пистолета. Я поручу Оги поискать его на черном рынке. А что с кровью? Взяли образец, но анализ займет слишком много времени. Кроме того, я уверен, что во время битвы видел Ширли. Девушка, которая тебя поцеловала? Достало уже! Только убедись, что это она, Дон Жуан. Допустим, это правда. Тогда вопрос, который мы должны прояснить безотлагательно, это... Она ли это или нет? Речь о последней операции и той, что проходила в горах Нариты, очевидно, что их мишенью были вы. Атаковать командующего — стандартная тактика боя. То же произошло с принцем Кловисом. Возможно, Зеро нападает не на британский правопорядок. Возможно, им движет ненависть к императорскому семейству. Во, додумались. Евфимия, ты сдалась ради спасения простолюдинов? Ты не изменилась. Будь осторожна, Юфи. Я не хочу повторения истории с захватом отеля. А почему бы не назначить ей рыцаря? Рыцаря? Если принцессу Ефимию будет постоянно охранять рыцарь, то вокруг него мы сможем сформировать для нее личную гвардию. У принцессы Ефимии, как у вице-наместницы, уже есть на это право. Ага. Сначала я считала причиной то, что в глубине души он очень чувствителен.
Но вы не считаете, что он имеет склонность отзыкливаться на спасение человеческих жизней? Однако, с эксплуатационными данными, которые он нам демонстрирует, все в порядке. А если на чистоту, я бы хотел дать ему попробовать штуку. Ту систему мы все еще отлаживаем. Хватает и того, что вы относитесь к Сузаку как к запчасти от Ланцелота. Но если мы не разберемся с проблемой, как полагается, дальнейшего прогресса от него не дождемся. Пардон, а ты случайно не относишься к нему так, как будто не коллега? Ну, я не уверена, но... Однако быстро вы подмечаете всякие глупости, да? Ну это все потому, что я твой босс. Ты чего здесь стоишь? Я жду, пока в моей комнате не закончат дезинфекцию. И почему это именно я должна перебирать чужое нижнее белье? Потому что... Это тебе дорого обойдется. Понял тебя. Сам ты справился бы быстрее. Она была бы не против, если бы ты порылся в ее трусах. Я против. Ты постоянно тревожишься из-за сущих пустяков. Однако здесь нет никаких следов пистолета. А последняя запись датирована 14 числом. 14-м? Ага. Тот день, когда погиб ее отец. Ага, потом она и не стала. Что это? Фоточки? Твои фотографии. Маньячка. Как мило. И как ты можешь ее подозревать? Хватит уже неприличных намеков. Нарита? К слову, я знаю, кого Юфимия возьмет к себе в рыцари. По-любому знаю. Лулу, как ты мог так поступить? Точно, и в самом деле, как же? Не понял. А! Красивый памятник, не правда ли? А ты кто? Мисс Ширли Феннет. Кто? Ты кто вообще, чувак? Блин, еще бы чуть-чуть. Мы ее почти сцапали. В следующий раз я точно побью этого белоголового. Не заморачивайся. Да, точно. В Атамаке победили моментально. Корабль Фоя. Почему он взорвался? Сам себя аж подорвал. Мы же сказали, что идем на помощь, разве нет? Поэтому Зеро и начал движуху. О, точняк! Это ж был шанс увидеть его лицо. Ты же не сомневаешься в Зеро, а? Нет, но... Думаешь, момент был слишком удачный для совпадения? А что будешь делать, если это окажется делом рук Зеро? Ты на что намекаешь? Эй, Дитхард! Я слышал, что ты сдрейфил и сделал ноги. Дерьмовый братишка Секвой имеет борзость так базарить с нами, своим начальством. Я пытался посмотреть, как проходит сражение. Оги, вы же видели, как все было. Ага, Зеро тоже был не против. Так ты любишь эту девушку, Ширли? Как знать. Ненавидишь ее? Как знать. Тогда зачем мы едем в Нариту? Потому что есть вероятность того, что она знает, кто я, верно? Если знает, то что? Мы ее убьем? Людей, которых ты действительно не хотел бы потерять, держи на расстоянии. Мудрость веков? Еще какая? Нет. Мой жизненный принцип. Жестокий он этот Лелуш, правда? Откуда и ты о нем знаешь? Он тебя одурачил, разве нет? Хотя сам являлся Зеро. Кто ты такой? Те же уста, что обрекли твоего отца на смерть, украли поцелуй с твоих губ. И я бы подумал, что такое простить нельзя. Кара должна постичь его. Его и тебя. Меня? Я все знаю. Все, что случилось той ночью. Ну наконец-то, а то я думал, что так быстро перебежали. И это Зеро? Я все понял, что случилось. Вот так сюрприз. Этот школьник и есть Зеро. Британец, к тому же. Да, это реально смешно, это реально забавно. Когда я подарю его принцессе Корнелии, меня сделают дворянкой. Не рыцарем чести, а настоящей знатью. И он еще жив, к тому же. Отлично. И какой вид казни тебе подойдет? Наместница и тебя наградит. Мой промах. Он же твой парень, да? Да. Ты тоже убийца? Совсем как Зеро. Нет, И в довершении всего, из гибели своего отца ты извлекла выгоду. Нет! Я только... Коварная женщина. Ты притворилась несчастной, чтобы ему стало тебя жаль. Вот
Сволочь. Тебе был приятен его полный сочувствия взгляд. Прекрати! И как долго собираешься изображать из себя героиню? Я не пытаюсь это делать! Чтобы получить любовь парня, героини не убивают людей. Так делают злые ведьмы. Нет! Ты знала, что есть другая девушка, которая нравится Лелуш, поэтому сама хотела быть рядом с ним. Ты должна заплатить свою цену. Да. Видимо, этот чувак... Ты Гиес. сохранишь эти чувства в сердце до конца своей жизни? Будешь сама нести эту ношу? Если ты не искупишь свои грехи и не освободишь свое сердце, ты и Лелуш будете тем более достойны сожаления. Ага. Ну я так и понял. Но у него какой-то другой Гиес. Кажется. Откуда он все знает? Я думал, что она будет здесь. Нам нужно будет разделиться и поискать ее. Ты хоть знаешь, как Ширли выглядит? А теперь на тебя что нашло? Вероятность так мала. Сомневаюсь, что она вообще здесь. Если знает, то что? Мы ее убьем? Нет, стоп. Должен быть еще один. Где же он? И что он сделал с Ширли? Успокойся. Обдумай все с самого начала. О-о. Ширли? Это я. Где ты сейчас? Ну, и правда где? Ты кто такой? Ах ты ублюдок! Что ты сделал с Ширли? Ох, красотища! Какое страшное лицо! Непрощающее лицо мужчины, чью женщину у него отняли. Где Ширли? Чем постоянно Хочешь хлопает? знать? Тогда бросаю тебе вызов. Ты ведь в этом специалист, правда? Что-то он слишком много знает. Фото у меня нет, но могу нарисовать в стиле Батуан. А мне прикажешь ждать, пока закончишь? Нет, спасибо. Лучше обратись к военным или в полицию. Я бы хотела избежать таких глупых крайностей, если возможно. Что ж, заберись повыше и осмотрись вокруг. Ясно. Тогда не обращайте внимания. И чем это Лелуш сейчас занят? Ну она его по-любому знает. Может быть. Мао! Мао. Его зовут Мао. Интересно, с каких-то времен. Это он? Второй свидетель. Держу пари, что игра в шахматы лишь для отвода глаз. Его истинная цель — заманить меня куда-нибудь, где нет посторонних. Никогда раньше не играл в эту игру. Он позвонил мне для пущей театральности? Нет, потому что он не знал, как я выгляжу. А значит, у него было недостаточно времени, чтобы найти мое фото. Этот план не был продуман от начала и до конца. В таком случае... Есть брешь, которую ты можешь использовать? Не стоит ли тебе чуть больше сосредоточиться на нашей игре? Иначе проиграешь. Лжец, никакой ты не начинающий! Лелуш, даже ты. Нет, именно потому что ты таков, ты не сможешь победить Мао. Почему? Невозможно. Он меня обыграл? Слушай, может, будем считать победу за мной? Как он предугадывает все мои ходы? Да кто этот парень? Разве Сиси об этом не рассказывала? Отлично, как от тебя ожидалось. Ты мгновенно прикинул 14 разных вариантов того, кто же я такой. И один из них чертовски верный. Обладатель Гиеса? Опа! Ты не можешь использовать свой Гиас без прямого зрительного контакта. И я знаю все особенности твоего маленького дара. Ты читаешь мысли? Это именно то, что позволяет делать мой Гиас. Ты стрелял в Ширли! Ты ее убил? Ни в коем случае. Ширли! Ну Привет. что ж, начинаем наш Батсу гейм. Зеро. Вчера был сам не свой. Откуда у меня это ощущение? Вы в порядке? Ты что? Ну скажите же что-нибудь. Эй! Вы живы? Ясно. Это ты. Зеро. Ширли, этот пистолет. Да, это пистолет Зеро. Твой пистолет. Почему бы тебе не использовать свой Гиас? Ты же на ней его еще не применял. Хотя, если ты его используешь, я сразу же выстрелю.
Он может читать только поверхностные мысли. Есть ли у его Гиаса ограничения, как у меня? Задержка при срабатывании, длительность действия. И кроме того, что ему нужно. Если планирует убить меня, тогда... Давай, подумай об этом. Ты же любишь стратегические игры, да? Мысли крутятся и крутятся. Заткнись! Подходящая смерть для такого вора, как ты. Лулу, умри. Почему бы тебе не искупить свои грехи? Я даже умру вместе с тобой. Что? Больная? Вообще-то она застрелила второго свидетеля. Ради того, чтобы сохранить твою тайну. Значит, та кровь была... Давай, закончим все это, Лулу. Точно, за грехи надо расплачиваться. Ты ее на это подбил! А если подумать, то телепату легко манипулировать людьми и склонять к действию. Да, именно так. Не дай ему себя одурачить, Ширли, он... Ой, прошу тебя, разве это был не ты тем, кто ее обманул? Прекрати! Если убийство преступление, не усугубляй еще больше! Блеск, твоя риторика достойна восхищения. Ты правда кого-то убила? А ты уверена в том, что он не заставляет тебя так думать? Она сама все осознала. Скрывать это больше не было смысла. Это неправда! Ширли! Да заткнитесь! Блин, ну хотя бы ранила бы. Блин, ну очень вовремя, конечно, это случилось сейчас. Сейчас ее триггернет, да? Триггернула уже. Он убил твоего отца. По факту. Убей его. Он всего лишь убийца. Ширли! Да что с этой девчонкой такое? Ее мысли в полном смятении. Ладно, тогда я... Прекрати! Ладно, пусть будет так. Вы оба делаете, что хотите. Он что, садист? Ширли! И в чем смысл? Я все так драматично обставил? Что ж, может это и скучно, но мне придется... Кто там? Как я мог его не почувствовать? Не может быть! Привет. Сиси? Я так и знал! Мы наконец-то снова встретились! Это ты! На самом деле ты! Понятно. Вот так, видишь, Мау, у тебя получается. Спасибо. Ты выглядишь потрясающе даже в этом наряде! Сиси, я вернусь! И я приду так быстро, как только смогу! Клянусь! Все ясно. Никогда бы не подумала, что ты покажешься на людях. Ширли, все в порядке, все закончилось. Лулу, я в кого-то стреляла, поэтому я... Это все моя вина. Ты не сделала ничего дурного. И я стреляла в тебя. И я жив. Но все равно я стреляла в тебя. Я прощаю тебя. Мне искупать любой твой совершенный грех. Я хотела, чтобы ты был ко мне добр. Что в этом неправильного? Несмотря на то, что мой отец сейчас в могиле. Забудь об этом. Тебе нужно забыть все плохое, что произошло. Все понятно. Можешь? Точнее, он Я может. позволю забыть тебе обо всем. Неужели? Ширли, мне жаль, что так получилось с твоим отцом. Если мне суждено переродиться, тогда ты и я были бы. Лулу, Давай. Ну вот и все. Короче, он ее спас. И правильно сделал. Вот хоть что-то он сделал правильно. Спас невинную душу человека. И правильно все сделал. вы тоже потеряли родных. Нет, не родных. Подругу. Кого-то, кто, возможно, был очень важен для меня. Ага. Вот как. Только теперь, потеряв ее, я понял, как дорога она мне была. Ага. И как меня выручала ее прекрасная улыбка. И что я уже никогда не смогу снова спорить или смеяться вместе Ну с все ней. понятно, да, да. Вы любили ее, да? Сейчас я и сам уже не знаю. Ненавидишь? Не знаю. Наступит утро. Я забыла, зачем вообще сюда приехала. И слава богу. Может быть, потому что хотела оставить что-то позади. Ну а есть и вещи, которые мне не забыть. В Да? том числе и много грустного.
Но утро все равно наступит, правда? Поэтому вам не стоит пытаться скрывать такие мысли. Да, вы правы. Я чувствую то же самое. Это лицемер. Спасибо. За все. Ну ты лицемер, Лелуш. Но он сделал все правильно, абсолютно все правильно. Вот дилемма не дилеммы, грехи не грехи, но хотя бы один. Он смыл. Хотя бы один грех он смыл сейчас. Кстати, что это за сволочь? Мао. Видимо, это бывший Сиси. Вы заметили? То есть он в наушниках слушал ее речь, записанную на диктофон. Я обалдею. Жесткий фанат. Маньяк. Это маньячелло. Который кайфует от создания драматических ситуаций. Ему в кайф смотреть шекспировские трагедии, как я погляжу. Да, но этим нам показали, что, оказывается, не один Лелуш способен глазами сверкать. И, видимо, гес у каждого разный. У Лелуша он управляющий, а этот как бы... Этот как бы читает все подряд направо и налево, все мысли, абсолютно. То есть вот то, что он думал, все, что он просчитывал и так далее, вот он бы правда не смог бы его победить. Вот нам красиво это показали путем игры в шахматы, что тот никогда в жизни реально не играл эту игру. И, господи, прикиньте, эту способность в казино пойти, а? В Лас-Вегас съездить. Ау, было бы круто. Ладно. Мне очень был интересен на самом деле Огги. Огги в этой серии. Огги потихоньку начал думать. И до этого у него были такие мысли. Начнет ли Зеро использовать их как обмен, как всего лишь пешки на шахматной доске? Он заподозрил, что Зеро причастен к взрыву корабля фронта освобождения Японии. Фоя. И на что тогда Зеро, если он так легко избавился от людей, которых мог спасти, но выбрал ими пожертвовать и атаковать главнокомандующего врага, на что он еще способен пойти? Рано или поздно их не станет использовать как обменные фигуры. А они ему доверяют, они ему доверили своей жизни, хотя они лица его не видят. Огги умный, смышленый человек. Ну, потому что жизнь заставила его быть таким. И полного доверия к Зеро все равно нет. Скорее всего, это, мне кажется, в будущем сыграет очень большую роль. Кален полностью перешла на сторону Зеро и будет полностью беспрекословно ему доверять. Журналист сволочь. Неужели он не понимает, что такие разговоры нельзя сейчас вести во время боевых действий, тем более с главнокомандующими, у которых и так, между прочим, доверие к своему главному, мягко говоря, такое шаткое. Но он это сделал, скорее всего, не потому, чтобы ввести какой-то дисбаланс в командовании Черных Рыцарей, а чтобы прощупать, они пойдут за ним до конца или не пойдут за ним до конца. Способны ли они собой пожертвовать или не способны? Вопрос не в том, Зеро пожертвует им или нет. Они готовы пожертвовать собой ради этой цели или не готовы? И это классный вопрос. На самом деле. Бог его знает, может быть, он и грамотно задал этот вопрос им. Ну, был момент, когда Юфимию уже говорили делать рыцаря. Господи, 100%. Давайте, я, господи, готов ставить $1000 на то, что она выберет себе в рыцаре Судзаку. Господи, я $1000 готов на это поставить. 100%. Все. Ну, тем более, Ланселот. Ясное дело, сейчас он рыцарем станет, господи. Ланселотом его назвали. Символизм, тонкий намек. Жирнющий просто. Тем более Ланселот был чуваком, который имел
жену своего короля. Так, к слову. Корнелия, видимо, от этого не очень в восторге, но ничего страшного. Еще Зеро себя прошифровал, когда сказал, ты не изменилась. Не выдержался. Не пробалансировал свою болтовню с ней. Возможно, Юфимия догадается, что кто-нибудь такой рядом. И финальный момент, когда Лелуш стер память у Ширли. На мой взгляд, он поступил абсолютно правильно. Он воспользовался советом. Сиси, держи дорогих тебе людей на расстоянии. Иначе они могут пострадать. И это правильно. Тем более он сейчас занялся такой деятельностью, что тут уже нету места для чувств. То, что у него произошло, этот маленький дисбаланс из-за того, что погиб отец его подруги, которую, возможно, он любил, и он до сих пор в своих чувствах не разобрался. Эх, молодость. Сейчас ему абсолютно вот такие переживания в голове не нужны. Ему сейчас нужна абсолютно ясная голова. Абсолютно ясная голова для дальнейшего ведения боевых действий. И не только боевых действий, партизанских, разведывательных. Все на нем. На нем ответственность. Перед жизнями людьми, перед целью этих людей. У него ответственность на себе. Если честно, я начал понимать, что он совестливый. Он совестливый, но мне почему-то кажется, потихоньку его совесть будет ломаться. Он сейчас вот этим поступком на самом деле спас не только Ширли, он спас себя. Потому что она ничего не знает, и слава богу, с меня как бы ответственность спала. Мне так показалось, вот честно. Тем, что он заставил ее забыть, он тем самым снял с себя ответственность, потому что, во-первых, девочка больше не страдает из-за его действий. А во-вторых, теперь как бы ее не смогут расспросить про него. Но второй момент, то что любил он ее, не любил он ее, друг, это уже не важно. Ему было с ней хорошо. Можно сказать, он был счастлив рядом с ней. Не сказать, что это любовь. Вообще лучше, если честно, в данный момент на любовь не очень способен. Чтобы любить, надо доверять, а он мало кому и на самом деле может доверять сейчас. Нет, на самом деле, единственный, кому он может доверять, это Сиси. Интересно, у них будет что-то? Черт, это такая мелодрама одновременно, на самом деле, такая романтическая составляющая. Калин там, короче, Судзаку вообще там, адъютантка того профессора, в него тоже втюрились. Короче, тут любовь-морковь, направо и налево. Мочилова, нацизм, война, шпионаж, мистика и романтика. Короче, именно коктейль постмодернизма. Что ж это была? Ой, это была 14-я серия. Код Гесс, Восставший, Лелуш. Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Если вам понравились мои комментарии, мой обзор после реакции и сама реакция, будьте добры, ставьте лайк и подпишитесь на канал.